Всем приветики, друзья! Это очередное включение из буткемпа команды Na'Vi. На заднем фоне Бумыч стримит. У ребят небольшая неделька выходных от официальных матчей, но работы у них достаточно. У них и стримы, и медиа, собственно, и праки, и все на свете. Поэтому мы приехали к ним немножко пообщаться и спросить, чего ждать от плей-офф стадии ЕПЛ и о многом другом. Поехали! Ну что, снова прямое включение с заднего дворика буткемпа Na'Vi. Мы в Яблонях с Кириллом вышли поболтать о жизни. Ну что, у вас впереди неделька выходных. Да, 29 числа ваша следующая игра. Сегодня, не помню какое, но у вас как минимум неделя выходных. Расскажи, как вам это? Ну, я бы не назвал это выходными, потому что к плей-оффу нужно усердно будет готовиться. То есть вот у нас, как только мы сыграли последнюю игру с G2, у нас вчера был выходной, сегодня 2 выходных, и все остальные дни мы будем играть в праке, готовиться к соперникам, потому что он уже известен, это команда Mo Sports, которые взяли только недавно нового игрока себе Бумаса. Думаю, они заряжены, все хотят выйти с верхней сетки, потому что в гранд-финале преимущество по картам 1-0. Ну, это огромное преимущество, естественно. Разные говорят об этом люди. Как ты считаешь, это вообще честно? Ну, конечно, я считаю, что с верхней сетки, если ты выходишь просто уже дабл элиминейшн, то должно быть какое-то преимущество, как бы. Потому что если одна команда проиграла один матч и вышла в финал, нет никакого преимущества, то это, наверное, нечестно. Так что я думаю, что это нормальное правило. Расскажи о том, как прошли для вас группы. Вы на первом месте с хорошим отрывом. Классно провели групповую стадию. Какие у тебя остались ощущения вот после ваших игр? Ну, очень рад результату. В принципе, что мы выиграли 6 игр, да и игру Сенса могли выигрывать. Где-то там не повезло, где-то плохо реально сыграли, еще тогда не привыкли к турниру. Ну, я скажу, что все эти победы, они придали уверенность определенной команде. И сейчас нужно действительно продолжать в том же духе, просто усердно тренироваться и показать то же самое в плей-офф, а может быть игру и лучше. Потому что вот как мы сыграли Катовицу, то в группе у нас были действительно тяжелые матчи, а под плей-офф мы уже разыгрались, почувствовали эту уверенность и как бы там даже не проиграли ни одной карты, и хочется повторить это снова, только уже в онлайне. Так что, неделька у вас будет праки, да? Много тренировок личных, и, в принципе, подготовка еще и теоретическая, я так понимаю. Ну да, как обычно. То есть, я думаю, мы с Андреем, Андрей уже там готовится, мне кажется, уже к Mo Sports, смотрит их демки, но, опять же, команда новая, неизвестно, они могут много новых раундов. В принципе, Керриган такой капитан, который любит там какие-то заготовочки под командой, делать быстрые раунды, то есть стрельба там неплохая, то есть это будет равный матч. Ну, посмотрим, я говорю, все зависит от подготовки, как проведет вообще команда неделю. То есть и та, и наши, вообще все в плей-оффе. Я думаю, как команды выступали в группе, не факт, что они будут также в плей-оффе. Кто-то может быть лучше, кто-то может расслабиться и хуже, неизвестно, опять же. Всем привет, меня зовут Егор Флейми, и сегодня я покажу вам топ-5 своих самых любимых вещей. Первая вещь — это худи Palm Angels с мишкой. Мне нравится, у них много разных футболок, худи. Купил я ее где-то 1,5-2 года назад, периодически иногда ношу, одна из самых, наверное, любимых худи. Она, в принципе, не очень дорогая, по-моему. Не буду ничего говорить про цену, не знаю. Дальше идут духи Atkinson. Это мои самые любимые духи. Old Save the King. Я купил где-то 2 года назад в аэропорту. Я не знаю, как объяснить, чем они пахнут, но очень такой резкий запах. Мне нравится. Но, судя по всему, может, что-то связано с такими деревьями какими-то. А дальше идут солнцезащитные очки. Купил я их где-то 3 года назад. С тех пор, кроме них, никакие другие очки не использую. Много вопросов приходило в Инстаграм, как они называются. Это Tom Ford. Дальше идут штаны. Это просто необходимо, как одни обычно. У меня не так много штанов. И просто обычные спортивные штаны. Александр Маккуин, если кому интересно. Но я не знаю, сколько они стоят, просто они у меня одни. Есть ли у тебя какая-то счастливая вещь, которой ты выходишь на сцену играть в ланы и прям всегда надеваешь ее? Нет. Я пытался как-то там смотрел, но учитывая, что мы там в один момент
столько финалов было проиграно, что там уже я никакие вещи не нашел, которые были бы счастливыми. И я как-то отвязался от этих мыслей, что вещи могут быть счастливыми или нет. Будешь надевать, знаешь, сейчас многие турнирные операторы не докапываются, в общем, претензии к игрокам предъявляют, что они там в тапочках выходят, в шортах. Будешь надевать, если заставят форму? Конечно, учитывая, что ланов просто сейчас нет, поэтому можно как угодно одеваться. А так мы на турнирах всегда нас заставляют одевать кроссовки, там штаны, и чтобы не было ни открытых ног, ничего. Ну и главная, наверное, вещь, самая тут крутая из этих, это барсетка Louis Vuitton. Ее я купил год назад в Дубае по причине того, что я давно хотел эту сумку, но не мог нигде найти. И ни в Европе, ни в России. И вот в Дубае случайно совершенно как-то увидел. А почему ты именно эту сумку? Да не знаю, просто хотел себе какую-то барсетку, и мне кажется, сейчас это самой такой моды, я не знаю, Louis Vuitton. Прикольно иметь какую-то брендовую шмотку. Внутри деньги, паспорт и пластырь. Скажу честно, я раньше очень любил шопинг, там несколько лет назад мне прям нравилось покупать какие-то крутые вещи и так далее, но советы и вообще на будущее для себя решил, что это не то чтобы бесполезная трата времени и денег, но можно купить такие же вещи и намного дешевле, с таким же качеством, и не обращать внимания там на какие-то бренды. Я прилетел на Гвинтокриле в Украину. У меня стул опускается. По чуть-чуть так. Ладно. Всем привет, с вами Кирилл Бумыч-Михайлов, и сегодня я назову вам топ-5 ланов, которые мне понравились и чем они мне больше всего запомнились. На 5-е место я расположил Mochi XL. Это был мой первый лан за команду Winstrike. Мне очень приглянулся город Лиссабон в Португалии, потому что там очень красиво вообще, и арена, которая находилась около океана, это было очень атмосферно. И я помню, что мы еще играли полуфинал против Мибры или СК Гейминг, я уже не помню, какой у них был тег, и португальцы за них сильно болели. Это был очень атмосферный турнир, и было вообще интересно там поиграть при огромном количестве болельщиков, хотя арена была не такая уж и большая. На топ-4 я расположу... Это была квалификация на Good Game League. Это был мой последний лан с Winstrike, который я вообще выиграл. Это была Польша, город Ольштен, очень маленький городок, где население около 170 тысяч человек. И я бы сказал, что вообще в этом городе интересно, потому что там практически только природа, очень чистый воздух и действительно красивые здания. Просто интересно вот в плане даже искусства, можно побывать там, посмотреть и найти много интересного. И такой центр города, там вообще все люди ходят. Достаточно такое очень вообще маленькое комьюнити, да, можно так сказать. На 3-е место я расположу город в Китае Чунцин. Это был Веск. Я играл за сборную России вместо Флейми тогда. Он не смог поехать. Этот город мне запомнился многим, потому что там отличный вообще вид на все здания. Это самый большой город в мире, как считается. И там была экскурсия вообще по реке вот этой. И там очень красиво, как ночью, так и днем. Еще запомнились эти китайские трехколесные такси, как они переворачивались, прямо с окон отеля видел вообще. Но в принципе город, где есть все. Там есть действительно все, острая еда, вообще там, по-моему, в топ входит, я не знаю, я там умирал, я помню, ел суп какой-то из красных перцев, там наспор даже. Я потом, по-моему, воду пил 30 минут. Ну и, в принципе, вообще турнир, когда ты выступаешь за сборную, он запоминается, потому что чувствуешь какую-то гордость за себя. А на 2-е место я расположу турнир, который мне запомнился турнирными организаторами, именно и вообще, в принципе, результатом. Это был E-League Major Boston, где мы заняли 5-8 место с Cubifire. Этот турнир мне понравился тем, что это была Америка вообще. Я первый раз тогда побывал в Америке. Сначала был в Атланте 2 недели, потом в Бостоне. Там очень красиво. Больше всего мне, конечно, понравилось в Атланте. Ну и, в принципе, турнирные организаторы давали там даже деньги, по-моему, за каждую стадию по $200, и можно было походить по Америке, вообще посмотреть что-то. Там очень в Атланте красивый парк был прямо около отеля. Отель назывался W просто. Вот. Ну, в принципе, побывать в Америке для меня это был запоминающийся турнир, и мы вышли в плей-офф мажора моего первого. И
Этот турнир был действительно крутой. На первое место я, конечно же, поставлю Польшу Катовицу, которую мы выиграли с Нави, потому что это были незабываемые эмоции. Хоть я там был уже и не в первый раз, до этого я там играл миноры. Вот, но этот турнир с эмоциями вообще никак не описать по-другому, как просто какой-то мега радости и вообще чудо, которое случилось. Даже не знаю, это был один из лучших моментов в моей жизни с этой командой, и я очень рад, что так вышло. Ты когда-нибудь считал, сколько ты стран? Ну, я считал, сколько примерно я. То есть такого точного количества нет, но можно сказать, что, может быть, пол Европы объездил, там был 3 раза в Китае и вот 1 раз в Америке. То есть, ну, уже достаточно много стран побывал. Больше всего мне понравилось вот в Америке, в Атланте как раз, если говорить именно про страны. В Португалии, в Лиссабоне и в Барселоне, в Испании понравилось. А не понравилось больше всего, как страны, мне кажется, многим покажется, это в Италии и в Милане. Может быть, я там много где не походил, но, не знаю, мне не понравилось вообще. Там какие-то люди какие-то, не знаю, злые, что ли, все ходят, какие-то выпендрежники. Может быть, я в каком-то таком районе жил, не знаю, не в благополучном, что ли. Вот. Но единственное, что понравилось в Италии, там такие балкончики все время зеленые, зеленью, так все красиво у них. Но, не знаю, мне вот больше всего там не понравилось по атмосфере. Страны, где бы еще хотел побывать, если бы у меня был неограниченный бюджет, там, и я мог бы слетать на отдых. Это не какие-то жаркие страны, я бы сказал, но вообще это Норвегия. Очень хотел бы всегда побывать вообще в Норвегии, посмотреть на эти горы, вообще посмотреть эту красоту. Также бы хотел побывать в Швейцарии, потому что это говорят, что это вообще один из лучших, там, даже можно сказать, одна из лучших стран, где уровень жизни повышен, вообще все красиво, тоже так же там и качественно. И на 3-е место я бы поставил Австралию, потому что, мне кажется, в Австралии круто, хотелось бы побывать, увидеть там кенгуру живую и так далее. Давай обсудим с тобой ЕПЛ. Вы закончили групповую стадию с 1 поражением. Доволен результатом? Да, в целом, конечно, доволен. Мы проиграли только Энс. Там много было причин, но в целом мы, конечно, не идеально играли весь групповой этап, потому что были тяжелые игры и могли не 6-1 закончить, там 3-3 условно, и даже не выйти. Ну, не 3-3, а 3-4. Но этого не случилось. Ну да, но это просто говорит о том, что нужно дальше работать, исправлять ошибки, а не думать, что там легко так вышли и все хорошо уже. Вы приболели, да, коллективно немножко на этой неделе. Ну, я знаю, что ты точно не очень хорошо себя чувствовал. Расскажи, как здоровье сейчас у вас и как себя чувствуете вообще? Ну да, мы заболели. Я первый, наверное, заболел дней 10 назад, может, даже. После меня заболела моя девушка, потом заболел Кирилл. Ну, короче, почти все заболели, да, и... Но это не сильно какая-то болезнь, не корона, мы проверились. Внимание, это не коронавирус. Да, это просто какая-то простуда, и у Кирилла там бронхит, поэтому ничего критичного. Сейчас уже более-менее, да, мы выиграли, это главное. Все, в принципе, плюс-минус нормально себя чувствуют, никому каких-то там медицинской помощи ничего не потребовалось, да, все хорошо, поэтому сейчас уже все выздоровели практически. Вспоминая матчи, которые были на групповой, ты можешь вспомнить, в каком лично ты был вот супер доволен своим перформансом, в каком ты зажег, вот какой-нибудь, что тебе запомнилось? Я редко так за собой слежу и что-то отмечаю хорошее и так далее. Мне главное, что команда выигрывает. И, ну, мне понравился, я помню, что я помню. Ну, может быть, команда. Какой матч, в общем, ты бы мог... С Биг мне понравился матч, мы очень хорошо сыграли Даст. Это их одна из самых сильных карт. Все думали, зачем мы ее пикаем, но мы были уверены в нашем Дасте. Был очень хороший геймплан, выиграли у них хорошо Даст. На Нюке тоже сыграли отлично за КТ. Там потом была очень интересная игра, в итоге дошли до допов, проигрывали 15-13, но показали там характер, выиграли. Остальные матчи тоже ого, но мне понравился камбэк на Нюке за КТ. Героик, безусловно. Но там именно индивидуально я плохо сыграл. Вот это как раз, наверное, пик был болезни. И у меня, и у Кирилла, но Кириллу как-то пошло оно прям на буст, а мне что-то не очень. Я плохо сыграл этот матч. Но если брать команду, то да, игра с Героик тоже очень классная была. Расскажи немножко У вас такой продолжительный буткэмп, мы уже много об этом говорили. Вот сейчас, уже спустя какое-то время, ты видишь результаты этой работы, которой вы здесь занимаетесь? Ну,
безусловно, да, учитывая, что мы, когда приехали перед Кёльном, у нас был отпуск, и мы плохо выступили на Кёльне, и никто не был ни в форме, ничего, как-то расслабленно сыграли и относились. После этого был разговор, решили остаться и посмотреть, какие будут результаты. И вот спустя месяц можно сказать, что, безусловно, вся команда, все 5 игроков и тренер, вся команда прогрессирует, и у нас улучшается игра, мы более стабильно играем с нашей сильной картой и ухудшаем наши слабые карты. Но я думаю, что еще нужно еще хотя бы пару недель и, может быть, месяц-два, чтобы добрать там вместе хотя бы 5 сильных, 6 карт, уже прям на уровне на одном. Потому что сейчас мы одни карты хорошо играем какое-то время, через там чуть-чуть их забываем, потом снова начинаем их плохо играть и играем другие хорошо. И у нас пока нету какого-то баланса там 100%. Сейчас у вас перерыв, следующий матч 29-го, это будет Mouse Sports. Вы сейчас вообще смотришь сейчас DreamHack, там Mouse Sports играют, как ты готовишься к этой встрече? Мы смотрели, просто так вышло, что у нас кончилась тренировка, играли Mouse Sports сначала, мы смотрели, как они играли с Existence там с тренером, у них прям проблемы были, они чуть им не проиграли, потом проиграли Endpoint, выиграли, еле-еле выиграли у Contact Gaming. Это очень странные результаты, но это онлайн, и это показывает, что все команды, которые играют, там, условно, в топ-30 рейтинга, они могут выиграть друг друга. И сейчас даже нет такой команды, которая стабильно бы просто выигрывала все время, всех команд, которые там ниже 10-го места. Может быть, Астралис, но и то они новый состав еще до конца все не показали, поэтому, может, и они бы проигрывали Contact Gaming или Endpoint. Но по этой игре можно сказать, что Мауза за эти 3 дня сыграли столько много раундов, что для них это, наверное, пойдет даже в плюс, потому что это тренировка, и они там играли 28-24, 16-14 3 карты подряд, потом опять 16-14 на допах опять. Каждый матч просто у них был какая-то заруба, и, наверное, им это пойдет в плюс. А для нас это тоже может пойти в плюс тем, что они очень много всего, наверное, показали, и мы еще не до конца не досмотрели, но у них новая команда, какие-то новые раунды и фишки, они по-любому их показывали. Для них это тоже важный турнир, им важно выйти на мажор. Сейчас смотрю на список вообще, в принципе, плей-офф стадий. Na'Vi, Mouse, Complexity, ENCE, Big Spirit, Astralis, Heroic. Какие команды из этих ты считаешь вашими основными конкурентами? Для начала, конечно, Mouse Sports, это сильная команда, она хоть и... то есть из этого всего списка ты бы назвал их фаворитами? Я бы назвал их как темной лошадкой. Я бы хотел сказать, что Complexity, но, к сожалению, у них ушел игрок посреди турнира, и такая сильная команда не развалилась, но как минимум потеряла сильного игрока, и, может быть, какие-то у них там были мотивации, цели, и они сейчас расстроены. Это послабление в любом случае. Да, думают, что все плохо, поэтому из их пары ENCE я бы выделил тоже, потому что если мы победим Mouse Sports, то мы будем играть с победителем пары ENCE Complexity. Как я думаю, ENCE, если Complexity не возьмут достойную прям замену и как-то не успеют потрениться, то, наверное, будем, если выиграем, играть с ENCE. А вот из нижней сетки там, безусловно, и Astralis Heroic — это очень интересный матч, потому что, хоть я думаю, все думают, что Astralis выиграют, но мне кажется, Heroic могут реально, или как минимум, навязать очень сильную борьбу. Они как раз заявили о себе в последнее время, да? Да, у них просто молодой состав, и 5 молодых людей, которые играют еще и в интернете, они не чувствуют какого-то давления, для них... Авторитета. Да, авторитета нет, они играют и просто получают удовольствие от игры. Вот Big Spirit, да? Big ты уже назвал серьезным оппонентом, а Spirit? Spirit, если честно, я еще где-то полгода, по-моему, назад давал интервью, или когда там, что Spirit очень сильная команда, что у них большой потенциал, и вот с этого времени они все эти полгода играют, тренируются, развиваются, и их уровень игры растет. И... Это дает плоды, в общем-то. Да, они выиграли РМР первый, на втором РМРе мы играли с ними в финале, что было, нелегкий матч там тоже был. Сейчас они выигрывают у сильных команд, борются с каждой командой, не проигрывают там в салат вообще никому, поэтому это серьезная команда с большим потенциалом. И я рад, что в СНГ появилась еще такая команда. Круто. Удачи вам, в общем-то, в любом случае в первом матче с Маузами, а там уже посмотрим. Спасибо. Ну что, друзья, слухами земля полнится, и мы решили немножко поучаствовать в этом процессе и немножко посплетничать. Да, Кирюха?
Я для тебя подготовила последние новости. Не очень, может быть, и последние, но явно горячие. И слухи, которыми они, так сказать, обросли. Может быть, ты можешь вспомнить, какое за неделю событие, новость тебя потрясла больше всего? Что бы ты назвал прям вот? Слушай, ну за неделю много новостей было. Но вот довольно недавно была новость, что скоро тренеров опубликуют, которые вообще в бан отправятся, там первая часть. В понедельник уже будет информация по тому, по результатам расследования. Ты заинтригован? Ну, хотелось бы узнать. Да, Думаешь, будет скандал? Ну, блин, это уже скандал, так что... Будет большой, да? Еще была огромная новость, связанная с командой Мибр, о том, что, в общем-то, распустили состав, ну как распустили, убрали Деда, который там менеджер-тренер, Така и Фера, и Фоллен, в общем-то, сказал: ребята, вы меня не предупредили, я так не играю, и ушел из организации. Да, и еще двое игроков, которые остались, они вроде сказали, что не были согласны с этим решением. Да, ни с кем не посоветовались, кикнули пацанов, вышло некрасиво. И, значит, пошли слухи. Я вот читаю тебе на одном из новостных сайтов, что пишут. Фоллен может собрать команду по CSGO. Довольно очевидно, согласен. Очевидно, но вообще я просматривал некоторые сервера и могу сказать, что Фоллен уже нашел себе команду. Ага. Но он не в качестве игрока. Да, еще инсайдер. Фоллен присоединился к команде Нео в качестве тренера. Вот это оно? Угу. И что, действительно, он будет тренировать команду Нео? Я не знаю, как на самом деле. Я видел просто фотографии из Польши, что Фоллен там встречался с ними. Но просмотрел недавно сервера, и Фоллен сидел действительно с ними на сервере. Играл, возможно, по раке. Как ты считаешь, неужели ему уже можно заканчивать карьеру игрока и уходить в тренерство? Я не знаю вообще, чем и какой частью было принято это решение. Мне кажется, он может еще спокойно играть, ну или пойти в более сильную, возможно, команду. Фейз еще говорили, что это возможно. Возможно, да, тоже им там нужен капитан, там еще Ника мог перейти в G2, то есть много. Это мы еще узнаем. Да, еще Cloud9. Есть еще слухи по поводу того, что будет с Фером и Така. Как ты думаешь вообще, насколько их потенциал игровой еще актуален и где мы можем их увидеть? Потому что инсайдер говорит, что Фер и Така присоединятся к Cloud9. Да, я слышал такой инсайд, и как раз, что Фоллен еще будет тренером Cloud9 вторым вместе с Касадом. Ну, не знаю, насколько они еще боеспособны, как такой вопрос, я не знаю, на него никто не может ответить, кроме них самих, потому что все зависит от их желания, вообще, как они видят свое будущее. Но в Cloud9 присоединиться, я не знаю, у них тогда будет очень странный состав какой-то. Воксик, Алекс, Фер, Така, кто пятый? Мези. И Вот. как тебе? Ну, я не знаю, но это просто какая-то солянка, то есть 0 тимплея какого-то будет, только команды развиваться, но они так говорили, что они построят колоссус, типа как Джиггернауты в комплекте сказали. Не знаю, но это будет странно выглядеть. Удачи. Посмотрим, что из этого подтвердится. Кстати, еще одна новость. Simple стал лучшим игроком по CSGO в среднем по рейтингу за полгода. Ну, поздравляем Сашку, да? Конечно. Поздравляем. Это не слух, это как бы факт. Но мы так его озвучили, чтобы просто порадоваться за человека. Вот по поводу Ника слух, что он перейдет в G2, что он уходит из FaZe, переходит в G2. Ни одна из организаций не прокомментировала эту новость, чем создала еще больше интриги вокруг этого всего. Как ты думаешь? Ну, вообще, то, что Ника мог уйти в G2, мне кажется, реально такое возможно. Но, кстати, комментарий был один от CEO G2 Ocelot. Он написал, что FaZe — это семейка какая-то из пекарни, которая не умеет вести бизнес или что-то там в этом духе. Так что, возможно, было предложение, но FaZe как-то, возможно, там плохо поступили и так далее, и из-за этого не получилось договориться. Но никто не знает, как еще будет, то есть должно пройти еще время, мне кажется. Вот пишут люди, что по информации Канелла этот трансфер станет одним из самых дорогих в истории шутера от Valve. И если ты помнишь, вообще Ника и был какое-то время назад еще самым дорогим трансфером, потому что FaZe его выкупили за $500 тысяч, и это была прям новость, это был прям шок. Понятно, что там были свои выплаты, там была своя система и все остальное, но тем не менее факт остается фактом. То есть ты реально думаешь, что G2, ну как тебе вообще такая перспектива? Ну, вообще, это неплохо, потому что G2 довольно неплохая команда, и тем более там играет кузен Хантер, то есть, возможно, хочется с ним уже воссоединиться. Они как бы вышли на тир-1 уровень, вместе уже играют, и, может быть, в одной команде Ну кто-то и давно поиграет. же сватали, по-моему, Хантера сватали еще в FaZe когда-то. Да, ну у FaZe в последнее время проблемы, из-за чего могут они замены как раз делать, не знаю, может, Ника в тилте там перегорел, потому что они шли 0-5 на ESL Pro лиге, взяли Керби, как-то, ну, не знаю, результатов у них, я бы не сказал, что они улучшились, то есть им нужно было тренироваться там, чтобы хотя бы какой-то результат показать. Сразу как бы не пошло, и, может быть, Ника просто подумал, что пора уходить. Знаешь, как Торин прокомментировал это все?
Тут тоже это новость. Итак, Торин Аника. Этот эгоист убивает потенциал клуба и просто уходит в другой. Как тебе такое громкое заявление? Ну, блин, с одной стороны, есть что-то умное в этих словах, потому что как бы от Ника там много что строилось, всегда все так говорят. Вот, и он там действительно выбирал игроков, там и вместо Керригана вот новость была, что Керриган сказал, что должны были оставить его и собрать состав, но в итоге оставили Ника и убрали Керригана. Если Ника уйдет, не знаю, у них по сути там и ГЛ нет, они никого не приобретают и сейчас, то есть команда, то есть Керби взяли. Ну, не знаю, мне кажется, если он уйдет, то команда действительно будет испытывать какие-то трудности. Первое время точно. Угу. Следующая новость, которая буквально вот-вот прогремела. Virtus.pro подписали новый состав. Virtus.pro Prodigy по CSGO. В связи с этим вопрос. Можешь ли ты назвать состав Virtus.pro? Не Prodigy, а просто Virtus.pro. Просто Virtus.pro по CSGO? Да. Кикерт, Бустер, Джейм, Екиндер и Санджи. Правильно. А Virtus.pro Prodigy? Норви, Смотрел? Знаешь это? Глейн, что там, Мификс, Мур и пятого не помню. Может быть, даже с кем-то ошибся. Ну, ты знаешь этих ребят вообще? Потому что... Ну, некоторых знаю, да. Мгм. И вообще что как- скажешь об этом составчике? Не знаю. Ну, просто подписали академию. Какие результаты, не знаю. Я не смотрел ни разу их игры. Я думаю, просто обзавелись таким молодым составом. Есть перспектива у ребят? У всех всегда есть перспективы, если все будут работать. Это правильно. Хорошо, спасибо тебе большое, Кирилл. Я тебя не буду больше задерживать. Надеюсь, мы еще встретимся с тобой в подобной рубрике, если у тебя будет желание, и обсудим и перемоем косточки. И надеюсь, мы еще с тобой встретимся после того, как тренерство вот это вот все и скандал от Рубрика будет релизницы. называться «Сплетница». Сплетница. Да, сплетница. XOXO Gossip Girl. Спасибо большое, Кирилл.